Поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео, чтобы больше людей узнали этот секрет. Давайте развиваться вместе. Если ты устал быть дурачком, которого женщины игнорируют, пришло время узнать, что действительно работает. Забудь все эти фальшивые обещания и будь самим собой, и любовь придет сама. Это не работает, и ты это знаешь. Правда сурова, но я здесь, чтобы открыть ее перед тобой. В этом видео я покажу тебе секреты, которые многие мужчины никогда не узнают, из-за чего они проживают свою жизнь, будучи посмешищем. Если ты хочешь перестать быть обманутым и, наконец, стать мужчиной, которого женщины желают, тогда слушай каждое слово из этого видео. Ставь лайк и подписывайся на канал, потому что я собираюсь рассказать то, что никто больше не осмеливается сказать. Номер 1. Понимание женской психологии. Чего они на самом деле хотят. Если ты до сих пор веришь, что женщины хотят хорошего парня, который будет хорошо к ним относиться, пора проснуться. Они говорят, что хотят этого, но на самом деле все иначе. Чего женщины на самом деле хотят? Сильных эмоций, вызова и, главное, мужчины, который не умаляет об их внимании. Им нужны эмоциональные американские горки, хороший парень предлагает лишь скучную прогулку по парку. Пойми раз и навсегда. Ни одна женщина не будет тянуться к мужчине, который всегда доступен и предсказуем. Чтобы изменить игру, ты должен быть ее противоположностью. Работай над своей непредсказуемостью. Будь тем, кто оставляет ее в сомнении, кто не всегда доступен и кто заставляет ее сомневаться в собственной ценности. Это не игры, это стратегия. Если ты всегда под рукой, она не будет тебя ценить. Хочешь, чтобы тебя желали? Перестань быть предсказуемым. Номер 2. Тонкое общение. Как говорить, не выглядишь отчаянным. Ты заметил, что те парни, которые больше всех говорят, меньше всего привлекают внимание. Это не совпадение. Мужчина, который говорит слишком много, выглядит отчаянным, нервным и неконтролируемым. Хочешь впечатлить женщину? Контролируй свои слова. Ключ к этому – уверенное общение. Не объясняйся слишком много, не давай ненужных оправданий и не пытайся объясниться и перед ней. Твои слова должны быть короткими, но резкими, как лезвие. Будь мужчиной, который больше наблюдает, чем говорит. Когда ты решаешь заговорить, пусть это будет что-то значимое. Кроме того, держи голос твердым и уверенным. Никогда не изменяй тон, чтобы оправдаться или попросить разрешения. Это проявление слабости. Когда ты говоришь с авторитетом, женщина слушает тебя. Когда ты запинаешься или выглядишь неуверенным, она теряет интерес. Хочешь выделиться? Молча ты уже опасен, а когда говоришь, заставляешь ее слушать. Номер 3. Сила присутствия. Как выделиться, не говоря ни слова. Еще до того, как ты откроешь рот, твое тело уже сказало все. Мужчины, которые ходят с опущенной головой и сутулыми плечами, проигрывают еще до начала игры. Твой язык тела – это твоя визитная карточка. Подними голову, выпрями позвоночник и двигайся, как будто ты владеешь пространством вокруг. Тебе не нужно и выглядеть высокомерным, но нужно излучать непоколебимость. Женщины замечают это в долю секунды. Они чувствуют, когда перед ними мужчина, который ценит себя, и когда перед ними и слабак. Кроме того, займея больше пространства. Сиди твердо, не съеживаясь. Смотри людям в глаза. Когда ты входишь в комнату, и все чувствуют твое присутствие, женщины тоже это чувствуют. Не говоря ни слова, ты уже выделяешься. Это то, что называют сценической харизмой, и каждый мужчина может ее развить, если перестанет ходить по жизни так, будто весь мир рушится на его плечи. Номер 4. Игра с дефицитом. Как стать мужчиной, которого они преследуют. Вот одна из самых больших ошибок, которые совершают мужчины, быть всегда доступным. Скажу прямо. Женщина не хочет и половичка. Если ты всегда отвечаешь на ее звонки и сообщения мгновенно, она уже знает, что у тебя нет ничего более важного, чем ждать ее. Ценные мужчины – это редкость. И ценные мужчины недоступны 24 часа в сутки. Это не значит, что ты должен и исчезать, или игнорировать женщину, но это значит, что твоя жизнь должна быть насыщенной.
Не отвечай на первый звонок, не пиши ответ сразу и, самое главное, не меняй свои планы только потому, что она попросила. Дефицит рождает желание. Если она чувствует, что может заполучить тебя в любой момент, ты теряешь ценность. Если она чувствует, что может потерять тебя, она начнет стараться удержать тебя. Именно так это работает. Перестань быть слишком доступным. Номер 5. Контроль над эмоциями. Что отличает слабых мужчин от сильных? Вот что отличает настоящих мужчин от и больших мальчиков. Ты когда-нибудь видел мужчину, который теряет контроль, начинает кричать, орать или паниковать? Так вот, женщины тоже это видели, и их презрение к нему было мгновенным. Контроль над эмоциями – это одно из самых мощных оружий, которое может иметь мужчина. Неважно, провоцирует ли она тебя, проверяет или пытается вывести из себя. Сильный мужчина не теряет самообладания. Он наблюдает, анализирует и действует только тогда, когда это действительно необходимо. Когда ты сохраняешь спокойствие посреди хаоса, ты выделяешься. Женщины замечают, что ты другой. Это не означает быть и холодным, это означает быть сильным. Ты показываешь, что, даже если мир рушится вокруг, ты остаешься твердым. Хочешь знать, что привлекает женщину? Это мужчина, который остается стабильным, пока все вокруг теряют контроль. Номер 6. Очарование отстраненности. Заставь ее скучать по тебе. Этот момент критически важен. Мужчины так отчаянно хотят угодить, что забывают, что женщине нужно дать возможность соскучиться. Если ты всегда доступен, как она почувствует твое отсутствие? Секрет прост. Исчезай время от времени. Не нужно и исчезать на неделе, но покажи, что ее внимание не гарантировано. Займись своей жизнью, двигайся к своим целям и время от времени просто не появляйся. Дай ей почувствовать пустоту твоего отсутствия, потому что именно в этой пустоте растет желание. Чем более предсказуем ты, тем меньше она будет скучать по тебе. Номер 7. Ухаживай за своей внешностью. Первое впечатление имеет значение. Если ты все еще веришь, что главное – это внутренний мир, то совершаешь серьезную ошибку. В реальном мире твоя внешность – это твоя визитная карточка. Когда ты входишь в комнату, еще до того, как ты откроешь рот, люди уже судят о тебе. Это не мнение, это факт. Если ты хочешь, чтобы женщины смотрели на тебя по-другому, начни следить за своей внешностью. Это не означает носить брендовую одежду или тратить деньги на дорогие вещи. Базовый уход уже поднимает тебя выше 90% мужчин. Чистая одежда, ухоженная борода, стриженные волосы и подстриженные ногти уже создают огромную разницу. Кроме того, запах имеет значение. У женщин обоняние более острое, чем у мужчин, поэтому хороший парфюм – это не трата денег, а инвестиция. Не нужно заливаться им с ног до головы, но ты должен быть заметным. Хорошо одетый, чистый и приятно пахнущий мужчина вызывает уважение не только у женщин, но и у всех окружающих. Ухаживай за своей внешностью, потому что никто не уважает мужчину, который не уважает сам себя. Это показывает твою самооценку и самоуважение. Если ты хочешь, чтобы тебя воспринимали как короля, начни одеваться как король. Номер 8. Разбуди ее любопытство. Заставь ее хотеть узнать о тебе больше. Большинство мужчин стремятся рассказать о себе все в первые минуты разговора. Если ты тоже так делаешь, остановись прямо сейчас. Интересный мужчина не раскрывает все карты сразу. Секрет в том, чтобы создать дефицит информации. Хочешь быть запоминающимся? Заставь ее быть любопытной. Когда женщина не знает о тебе всего, ее разум не находит покоя. Это порождает желание узнать больше. Если она узнает каждую деталь о твоей жизни, ты становишься открытой книгой и предсказуемым. А угадай что? Предсказуемые истории никого не интересуют. Не лги, но и не раскрывай всего. Отвечай умно, заставляй ее задавать вопросы. И когда она спрашивает, не отвечай полностью. Будь загадочным. Женщины любят разгадывать тайны, но им не интересны легкие загадки. Когда ты контролируешь повествование о себе, она становится более заинтересованной. Покажи часть того, кто ты есть, но всегда оставляй что-то скрытым. Это делает тебя более сложным и интригующим.
Загадочный мужчина никогда не забывается. Номер 9. Имей цель. Мужчина без цели никому не нужен. Мужчина без цели – это как корабль без руля. Без направления, без силы и бесконечного пункта назначения. Знаешь, что происходит с дрейфующими кораблями? Они тонут. То же самое происходит с мужчинами, которые живут без цели. Если ты не знаешь, куда идешь, никто не захочет идти за тобой. Женщины тянутся к мужчинам с четкими целями. Неважно, велика ли твоя цель или мала, главное, чтобы она была. Цель придает твоей жизни смысл и направление. Мужчина с целью излучает силу, мощь и уверенность. Тебе нужна миссия в жизни. Это не значит, что ты должен решить все проблемы мира, но у тебя должно быть что-то, что движет тобой каждый день. Это может быть построение бизнеса, становление лучшим в своей профессии или забота о своем теле и здоровье. Главное – показать, что ты контролируешь свою судьбу. Мужчина с целью не поддается манипуляциям. И женщины это понимают. Они знают, что не смогут тобой управлять, потому что ты уже сфокусирован на своем пути. Номер 10. Стань лучшей версией себя. Фраза «и будь самим собой» со временем была искажена. Это не означает смириться со своими недостатками и считать, что все вокруг должны принимать твои слабости. Быть самим собой – это не оправдание для лени, слабости или незрелости. Если ты хочешь выделяться, тебе нужно каждый день стремиться к своей лучшей версии. Это означает работать над своим телом, своим умом и своими эмоциями. Не бывает развития без усилий. Каждый мужчина, который остановился в развитии, заплатил за это цену. Если ты не будешь двигаться, мир поглотит тебя. Бесполезно жаловаться, что женщины тебя не ценят, если ты ничего не делаешь, чтобы заслужить их уважение. Они хотят лучшего, и ты должен стать лучшим сначала для себя, а потом уже для кого-то другого. Это не только про женщин, это про уважение к самому себе. Делай это для себя, а не для них. Когда ты сосредотачиваешься на том, чтобы стать своей лучшей версией, все меняется. Ты становишься сильнее, более уважаемым и более желанным. И знаешь, что самое лучшее? Это остается с тобой навсегда. Стань мужчиной, который вдохновляет других, лидером, и мир начнет относиться к тебе соответственно. Номер 11. Очарование лидерства. Как взять контроль и вести за собой. Мужчины, которые лидируют, не просят разрешения. Они принимают решения. Лидерство – это не про авторитарный контроль, а про влияние и направление. Когда ты берешь ответственность за свои решения, она автоматически чувствует уверенность и защищенность рядом с тобой. Женщины ищут эмоциональную стабильность и того, кто знает, куда идет. Естественный лидер – один из самых сильных афродизиаков, потому что он излучает силу, контроль и фокус. Неважно, большая эта ситуация или маленькая, лидер всегда знает, что нужно делать и как это делать. В мире отношений этот же принцип работает. Если ты постоянно спрашиваешь, что ты хочешь делать, или куда ты хочешь пойти, ты теряешь очки. Будь мужчиной, который предлагает, у которого есть план и который решает проблемы. Это не значит быть тираном, а значит быть тем, кто уверенно ведет. Когда ты показываешь, что знаешь, что делаешь, она чувствует себя защищенной и уверенной. Это пробуждает глубокое желание, потому что она видит в тебе человека, который способен справляться с вызовами рядом с ней. Лидеру не нужно кричать, ему не нужно навязывать. Он ведет примером и своей позицией. Твое отношение, тон голоса и способность решать проблемы выделяют тебя среди остальных. Женщины не следуют за мужчинами, которые не знают, куда идут. Если ты не знаешь, кто-то другой займет твое место. Хочешь выделяться? Начни принимать решения, брать на себя ответственность и управлять своей жизнью, прежде чем пытаться вести за собой других. Номер 12. Финальный эффект. Как стать мужчиной, которого она никогда не забудет. Недостаточно просто завоевать женщину, ты должен стать незабываемым. Это то, что отличает обычных мужчин от исключительных. Многие парни думают, что, завоевав женщину, работа закончена, но это фатальная ошибка. Завоевание – это только начало, оставаться в ее памяти – вот настоящий вызов. И не обманывай себя, ни деньги, машины или статус сделают тебя незабываемым.
Это то, как ты заставляешь ее чувствовать себя. Женщины не забывают мужчин, которые вызвали у них сильные и необычные эмоции. Это не означает быть плохишом или дурачком, а означает быть мужчиной, который вызывает эмоциональный отклик. Ты должен быть другим, не таким, как все. Что делают большинство? Они следуют предсказуемому сценарию, говорят одни и те же фразы и ведут себя одинаково. Незабываемый мужчина ломает этот шаблон. Он не дает пустых обещаний, он приносит неожиданное. Он может быть смешным, но знает, когда быть серьезным. Он загадочен, но доступен. Он провоцирует, но также умеет поддерживать. И самое главное, он уходит, прежде чем стать излишним. Мужчина, который покидает сцену на пике, никогда не забывается. Это тот же принцип, что и у великих шоу и фильмов. Они заканчиваются на высоком моменте, оставляя у зрителя вкус и «хочу еще». А женщины? Они не забывают мужчину, который заставил их чувствовать это. Чтобы быть таким мужчиной, ты должен держать себя под контролем и никогда не показывать отчаяние. Пусть она задается вопросами, где ты, чем занимаешься и думаешь ли ты о ней. Это то, как ты становишься вечным в ее сознании. Заключение. Пришло время взглянуть правде в глаза. Если ты хочешь, чтобы тебя запомнили, уважали и желали женщины, ты должен перестать вести себя, как все остальные. Бесполезно жаловаться, быть жертвой или винить женщин в своих разочарованиях. Мир не пожалеет тебя, и женщины тоже. Они следуют и желают мужчин, которые выделяются, тех, кто берет контроль, у кого сильное присутствие и непоколебимый настрой. И знаешь, что лучше всего? Это доступно тебе. Все, что тебе нужно, уже внутри тебя, но нужно работать и дисциплинировать себя, чтобы отшлифовать эту версию. Ты уже видел в этом тексте принципы, которые отличают обычных мужчин от тех, кого никогда не забывают. Больше не нужно прятаться за оправданиями. Ты знаешь, что нужно делать. Пора взять жизнь в свои руки. Перестань жить по воле случая, ожидая, что когда-нибудь и все станет лучше. Настоящий мужчина создает свой день. Он берет контроль, ведет с силой, поддерживает свой идеальный образ, и самое главное, не раскрывает все свои секреты сразу. Женщины не забывают мужчин, которые оставляют след. Но этот след создается не словами, а поступками. Лидерство, самоконтроль и способность быть редкостью в мире, полном и одинаковых – это твои самые мощные оружия. Ты не должен быть самым красивым, самым богатым или самым сильным. Ты должен быть самым стратегическим. Каждый мужчина может стать тем, кем хочет, но немногие имеют смелость отказаться от старых привычек и трансформироваться. Неудачники ищут комфорт, победители ищут развитие. Теперь решение за тобой. Ты можешь закрыть эту страницу и остаться и еще одним, или ты можешь применить все, что узнал, и начать становиться мужчиной, которого женщины никогда не забудут. Изменения начинаются сейчас, не завтра, не потом. Хочешь быть лидером? Стань им, хочешь уважения. Внушай его. Хочешь быть желанным? Стань редкостью. Обычные мужчины оправдываются, исключительные мужчины действуют. Прими правильное решение и возьми контроль над своей судьбой. Стань мужчиной, которого никогда не забудут. Сила в твоих руках.